Очередной инсайт. Хочу с вами поделиться. Не знаю, буду я это выкладывать или нет. То, что мы не принимаем в себе, не может быть нашим. Изначально наше сознание имеет свойство не просто регистрировать реальность, но и присваивать ее себе. Да, таким образом и рождается у нас на самом деле эго, да, эгоизм, только потому, что мы не знаем, что не то чтобы нами управляют, но, да, мы управляемы определенными системами и думаем, что у нас есть свобода воли, но на самом деле эта свобода воли, она всего лишь регистратор. Она регистрирует то, что уже было системой запланировано. Так вот, из-за того, что существует вот эта иллюзия свободы воли, нет, она, конечно, есть, как она есть между вариантами выбора, да, то есть, но в конечном счете бесконечной свободы ее нет, как термин, как бесконечная свобода. Его в данной системе, в данном мире, да, то есть в той точке, где вы находитесь, в матрице, там, на планете Земля, или как хотите это назовите, в воплощении, там, в материальном воплощении, бесконечной свободы нет. И все здесь ограничено так называемыми системами. Так вот, наше сознание, оно просто регистрирует то, что уже, на что уже сложились обстоятельства, на что уже система создала, да, события, и наше поведение также оно запрограммировано, соответственно, все это предсказуемо. То, что запрограммировано, можно предсказать, соответственно, все предсказуемо, поэтому сам по себе вот этот выбор, он уже как бы определен изначально. И сознание наше просто регистрирует то, что происходит. Но чтобы мы понимали, что мы не роботы, что мы искусственные, то нам придумали вот эту вот свободу воли, да. И поэтому создана эта иллюзия, да, что мы проживаем жизнь. Почему, то есть благодаря чему создана эта иллюзия? Благодаря тому, что существует вот это отдельное эго. То есть нам сказали, что есть свобода воли, что мы сами все выбираем, мы не видим весь план, да, как все это происходит. Из-за того, что мы не видим, как все это происходит, у нас образуется отдельная часть. И эта отдельная часть эго, она почему вот этот эгоизм, да, эгоистичное там отношение, то есть почему это так называется? Потому что оно присваивает себе, то есть оно отдельно, то есть эго — это то, что отдельно от общего, отдельно от общего. И из-за того, что оно отдельно, оно не видит, что оно часть системы, поэтому оно думает, что оно отдельное, и оно само по себе, и то, что оно само по себе, значит, оно сделало это все само, и это само, оно присваивает себе. То есть я сам сделал, то есть я сам двигаю рукой, беру что-то, делаю, да, руками, ногами, ртом я говорю, да, я вижу глазами, да, я это вижу или глаза мои видят. То есть здесь очень глубоко, если философски и на духовном уровне копать, конечно же, все эти духовные искания, они
приводит только к одному, что эго вообще-то это как бы искусственно созданная структура внутри системы, которая имеет свойство отдельности, да, то есть оно чувствует себя отдельным и присваивает в себе как бы любое действие. Потому что если бы его не было, тогда мы были как, ну, не то чтобы тупые роботы, но мы бы видели, что нами управляют системы. То есть мы были бы в так называемой несвободе, что ли, да? Вот. А если мы не в свободе, то тогда неинтересно как бы играть в эту игру, жить эту жизнь неинтересно, да? Потому что ты заранее знаешь, что все предсказуемо, все предначертано, все предопределено. Так вот, это я вам вообще кратко объясняю то, что мне пришло и то, что мне удалось понять. Просто пытаюсь вас ввести в контекст, да, в ту картину, которая мне пришла, у меня сложилась. Так вот, когда мы в себе что-то не принимаем, с чего я начала, мы не считаем это собой. То есть мы как бы считаем, что это что-то отдельное от нас, а когда мы считаем, что это что-то отдельное от нас, мы не считаем это собой, то мы не можем этим управлять. Когда мы принимаем, мы как бы, как знаете, принятие это вот похоже на объятие. Когда мы вот обнимаем человека, да, или, не знаю, группу людей, или там, не знаю, вы там животных обнимаете, может быть, да, вы как бы даже сама позиция рук, да, как это выглядит движение, вы окружаете своими руками, да, и замыкаете руки в объятии, то есть вы создаете круг, как бы принимая там человека или что-либо как бы к себе. То есть вы включаете это что-то в себя, в свою систему, в свое, если это не там на уровне там мыслей или каких-то абстрактных категорий, да, вы тоже можете это не принимать, да. То есть вы включаете в свою систему там видения мира, да, мироздания, то есть в себя, в свою систему. И когда вы включаете это все в себя, тогда у вас появляется возможность этим управлять. Потому что если это в вас, то есть это все равно, что как клетки в организме, да, если это внутри вас, то это будет подчиняться определенным правилам. То есть вы можете на это как-то влиять, как организм у нас, да, делает. То есть он подстраивает, то есть все клетки выстроены таким образом, чтобы он функционировал, этот организм. То же самое происходит, когда мы в себе что-то не принимаем. Мы можем не принимать все, что угодно, начиная там от нашей семьи, людей даже вообще, каких-то в себе можем не принимать, там, может, свою внешность мы не принимаем. Мы не принимаем в себе какие-то проявления, например, где-то там я проявляюсь там, как мама, или где-то я проявляюсь как папа, а может быть, как дедушка или как бабушка. Вот когда мы не принимаем в себе что-то, мы не можем на это повлиять. То есть мы как бы, это идет вот как отдельное эго, как отторжение, неприятие связано с отторжением. То есть мы это отторгаем, делаем отдельным. А когда это отдельное, мы не можем на это влиять. А когда мы не можем влиять на это, тут рождается страх. Рождается страх, что это нечто нам может вредить. То есть мы в себе не принимаем какое-то поведение.
мы там, не знаю, любим там, завтракать определенным образом, например, да, и в голове существует диссонанс, там, я хочу там выглядеть вот так, поэтому мне нужно есть вот это, чтобы выглядеть так, да, но я люблю есть, то есть, например, я люблю есть шоколад, да, но зная, что этот шоколад дает мне лишние килограммы, я не принимаю в себе вот эту вот любовь к шоколаду. То есть я думаю, что это что-то, что мне мешает. Почему я думаю, что мне это мешает? Потому что я это отвергаю. Я не принимаю то, что я люблю есть шоколад. А когда я не принимаю это начинает на меня воздействовать в 100 крат больше. Потому что получается, что как бы, когда я принимаю, да, я люблю шоколад, я буду есть шоколад, и я его ем, я продолжаю его есть. Больше я его стала есть? Нет. Скажу честно, я стала его есть меньше. Когда начала бегать, вообще я его перестала есть. И сейчас я вообще шоколад даже не покупаю, меня не тянет на него. Почему? Потому что я приняла в себе то, что я люблю есть шоколад. И это перестало на меня влиять. Понимаете, к чему я веду? То, что мы не принимаем, на нас это влияет, потому что это отдельное, и это как будто к нам не относится, потому что мы это отвергли. А когда мы это принимаем, то есть я принимаю, то есть я нормально отношусь к тому, что я люблю есть шоколад. Я покупала раньше даже по несколько шоколадок, чтобы у меня этот шоколад только был дома, потому что возникало желание его есть. Понимаете? Когда я это приняла, у меня автоматически поменялось поведение даже. То есть у меня поменялось поведение на то, что мне не нужно дома хранить шоколад, чтобы, когда мне захочется, его съесть. Потому что у меня даже желания не возникает его есть. Понимаете, как это работает? И это не только с шоколадом, это вообще работает с любой вещью, которую мы не принимаем в себе. Говоря «не принимаем в себе», я имею в виду даже все, что касается не только внутренних наших каких-то ощущений там, и психологических заморочек, да, но и это касается и нашего отношения к другим людям, нашего, там, кто-то, может быть, ходит до сих пор на нелюбимую работу, да, и вот он как бы через себя переступает. И из-за того, что он это не принял, он, получается, то есть если вы не приняли то, что вы ходите на нелюбимую работу, то есть, например, вы себе чем-то вредите, потому что на самом деле ходить на нелюбимую работу – это, по сути, вредить себе. То есть вы знаете, что вас это как бы травмирует и приносит вам неудовлетворение, что ли, да, нелюбовь, чувства какие-то нехорошие. И до тех пор, пока вы это отторгаете, это является отдельным от вас и влияет на вас. То есть как бы вот эти чувства, они как будто они извне и влияют на вас, потому что вы их не приняли. Когда вы принимаете, например, вы говорите: да, я вижу, что я не люблю эту работу, но мне приходится туда ходить, потому что, например, у меня сейчас нету других вариантов. Когда вы это принимаете, да, вы даже можете проговорить, что почему вы это принимаете. Потому что, да, у вас сейчас нету других вариантов. Ключевое слово «сейчас». Как только вы это приняли и озвучили, вполне вероятно, что у вас начнут находиться новые варианты, потому что на самом деле
жизнь и реальность, она выстроена. То есть мы здесь не для того, чтобы страдать. Понимаете? Мы здесь для того, чтобы прожить жизнь так, старое выражение, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы, да? Потому что на самом деле нет никаких бесцельно прожитых лет, даже если у вас нету цели и вы, так сказать, прозябаете жизнь, значит, вам для чего-то это нужно. То есть вы что-то, значит, вы не поняли, и вам нужно вот это до тех пор, пока вы не поймете. И на самом деле нет ничего извне, что может на нас повлиять. На самом деле мы сами влияем на себя. Вот именно таким образом, не принимая что-то в себе, не принимая свое поведение, не принимая свои какие-то, может быть, отношения, да, с другими людьми, вообще что-либо не принимая, мы говорим, что это не наше, это отдельное от нас, и тогда это начинает, как бы нам угрожать, что ли, и влиять на нас. Вот, это то, что мне пришло сегодня. Надеюсь, не сильно я запутанно рассказала. Просто у меня обычно большая картина приходит, и чтобы это объяснить, мне на самом деле составляет труд, да, ввести вас в контекст и объяснить то, что я вижу. Вот. Надеюсь, что кому-то было полезно, и мой труд был не зря. Я думаю, что это просто супер полезно. По крайней мере, для меня это объясняет очень многое. И что такое принятие, и что такое эго, и почему это именно так работает. Вот, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки или не делайте это, решать вам. Как говорится, свобода воли у вас есть. Я повлияла на вас, чем только смогла. А дальше, как говорится, будь что будет, на все, люди верующие говорят, на все воля Божья. На самом деле так работают законы Вселенной. Вот, поэтому все остальное я предоставляю на волю Вселенной. На этом все. Пока-пока.